Красота! Готовьте яйца. Я яйца раздаю бесплатно. И еду домой. Я заводила их для того, чтобы не покупать яйца в магазине. Чтобы могло прокатиться яйцо. Важнейший элемент содержания кур. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним один раз в несколько дней. И уже за много лет я знаю, что здесь все нормально. Но бывают такие дни, когда я переселяю кур, то, что я сделала в прошлый раз, и всегда в день, когда я приезжаю после переселения кур, вот этот день у меня волнительный. Все равно я переживаю за тех курочек, которых переселила. И сейчас сразу иду смотреть, все ли там в порядке. Петух, который жил с индюками, он у меня ходит на свободе. Но у него открыта теплица, и туда он заходит ночевать. А так он гуляет. Вот так вот я его оставляю. Оставила ему здесь воду. И покажу вам, где он ночевал. Для этого петуха я оставила открытой теплицу. Здесь есть корм. Все, как было, когда он жил здесь с индюками, все точно так же и оставлено. Поэтому сейчас захожу и хочу посмотреть, как прошло переселение. Начну с шелковых смотреть. Вижу, яйцо на улице лежит. Яйцо на улице лежит. Дальше посмотрим в домике, что тут происходит. Так. А здесь, помните, я оставляла 3 яйца. Это яйцо свежеснесенное. А те 3 яйца нет. Но это не факт, что съели курочки. Это могла прийти Маруся моя и скушать эти яйца. И, кстати, вот это, по-моему, одно из тех яиц, которые лежали здесь, в ящике. Значит, шелковая серая несется. Она тогда сидела в гнезде. Но остальные яйца съели. И съела кошка. Потому что вольер этот открыт сверху. Значит, мне нужно срочно закрыть этот вольер шелковых курочек вот такой же сеткой. У индюшек все нормально. Смотрите, как выпили воду. И в курятнике сейчас посмотрим, что тут происходит. Гнездо раз. Яйца есть. Индюшиных не вижу. Но когда буду собирать, все хорошо рассмотрю. Так, в этом гнезде молодцы. И здесь есть. У бройлеров тоже, вон вижу, в соломе лежит яйцо. Здесь более или менее нормально. Переселение прошло нормально. Но это потому, что эти индюшки здесь жили в прошлом году. Они прекрасно знают это помещение. Буряк весь скушали. Смотрите, пустой ящик. Самое большее переживаю за адлеров серебристых.
Сейчас вместе с вами зайдем и посмотрим, что тут у них. Это защита от моей кошки, которая ворует яйца. На улице адлеров не вижу. Надеюсь, что с ними все в порядке. Все хорошо. Ко мне пришли, да? Встречаете меня? Соскучилась? Соскучились за мной, да? Они очень-очень ручные, несмотря на то, что я их вижу один раз в неделю, можно сказать. Но они очень-очень контактные у меня. Встречаете меня, да? Обижали вас? Обижали. Корм у моих курочек есть всегда в бункерных кормушках. Кормовая ракушка тоже есть всегда. Курочки несутся. Но я хочу вам сказать, что и Dark Shell, очень контактные куры, любят, чтобы их гладили вот так. Вот так. Вот так. Соскучились? Иду за корзиной. Иду за корзиной, посмотрю, что вы мне нанесли. Особенно вот эти курочки. Но я даже не удивлюсь, если яиц их нет, потому что переселение кур – это большой стресс. И куры могут сбросить яйценоскость при этом. Все. Здесь все нормально. Иду за корзиной. Готовьте яйца. Покажу вам состояние курятника, когда я приезжаю через несколько дней. Вот так вот выглядит курятник. Гнезда у меня накрыты. Сейчас это все уберу. Для того, чтобы приятнее было собирать яйца и для того, чтобы убрать помет с этих накрытий. И вот так вот выглядит подстилка. Корм в бункерных кормушках, смотрите, есть. Все у курочек есть. Так. На улице сильный ветер. Закрою. Буду собирать яйца. Так. Красота. Красота. И смотрите, яйца лежат уже в самом гнезде. Вот когда будете делать гнезда такие с яйцесборниками, учитывайте, на сколько дней вам нужно будет оставить курочек. Потому что яйца, вот хотела бы вам показать сейчас, покажу поближе. Покажу поближе сами гнезда. Думаю, что это будет интересно увидеть тем, кто собирается делать эти гнезда с яйцесборниками. Видите? Вот так вот. Яйца уже начинают заполнять сами гнезда. Вот. Они уже не катятся в яйцесборник. И если вы будете смотреть мое видео там, где мы делали эти гнезда, то яйцесборник был в 2 раза короче. Вот хорошо видно. Вот хорошо видно черту, которую мы добавляли к этому яйцесборнику. Потому что количество яиц не помещалось. И сейчас вот смотрите. Думаю, что это пригодится для тех, кто будет делать такие гнезда. Учитывайте свое количество кур и количество дней, которые вы будете отсутствовать в курятнике. Для того, чтобы максимально уберечь яйца от съедения курочками. Потому что вот эти яйца, которые уже находятся в гнезде,
Эти яйца уже смогут куры достать и скушать. И сможет уже достать лапой кошка. И очень часто мне хочется вам подсказать еще вот такую деталь, которую мы добавили уже позже, после изготовления этих гнезд. Это вот такая вот планка, которая занимает, ну, скажем так, некоторое место в гнезде. Она находится под наклоном, крепится на уголок. Вот на такие металлические уголки она крепится. Находится под наклоном. И здесь от дна гнезда до этой планки именно такое расстояние, которое, скажем так, на величину яйца, чтобы могло прокатиться яйцо, но плечи курочки не могли бы туда пролезть, потому что курочка будет доставать яйцо из гнезда, если ее плечи смогут пролезть через это расстояние. То есть эта планка в таких гнездах с яйцесборником просто необходима. И уже с моим опытом использования этих гнезд я вам могу рекомендовать и даже настоятельно рекомендовать делать в гнездах такую планку. Потому что, находясь в гнезде, любая курочка без этой планки может достать яйцо из яйцесборника. А сделав дополнительную вот такую небольшую деталь, которую мы сами придумали, из этого гнезда курочка яйцо не заберет. Небольшая такая деталь убережет яйца. Ну а теперь продолжаем сбор яиц. Так, собирать мне яйца гораздо быстрее. И удобнее двумя руками. Мне так очень нравится. Поэтому частично вам показываю. Для тех, кому пригодится при изготовлении этих гнезд, вот такие небольшие детали, которые очень важны. Потому что это гнездо все-таки изготавливалось для того, чтобы максимально сберечь яйца от поедания, от расклева. Поэтому я считаю, что если эта деталь очень важна, я про это должна сказать вам. Вот так, сразу по 5 яиц. Очень удобно брать. Крупные такие, красивые. Но на инкубацию такие не годятся яйца. На инкубацию должно быть яйцо стандартного размера, стандартного веса. Вот какая-то курочка сюда любит нести яйцо. Гнезда, конечно, пачкаются. Вернее, с лапами приносят куры и песок, и мусор. Красота. Молодцы. Все, здесь я приду, уберу позже. Верхнее гнездо. Яиц нету здесь. Зато здесь какая-то курочка 5 штучек снесла. А это почему-то не снесла ни одного яйца. Интересно. И, кстати, в нижние гнезда ее яйца я не видела. Вынеслась, наверное. Но всю зиму неслась. Так, в этом гнезде. Смотрим, что. О, красота в этом гнезде, смотрите. Смотрите, это не она снесла яйцо? Похожи, но нету того розового цвета нету. Нет, это не она.
Это какая-то, видимо, другая сюда снесла. Все. Не знаю, может быть, сегодня подстилку тоже убирать не буду. Почему? Потому что мне максимально нужна грязная подстилка. Я уже буду готовить теплицы начинать к посадкам. То есть начну постепенно с одной теплицы, потому что у меня их две. Это будет очень трудно сделать, и уже надо начинать. А для того, чтобы подготовить теплицу к посадкам, мне нужна подстилка максимально с пометом. Поэтому в этот раз не буду менять. Пусть она еще работает, чтобы было побольше помета. Потому что эту подстилку я буду уже забирать в теплицу. Все, идемте во второй вольер, там, где я еще не смотрела. Я даже не знаю, сколько там яиц. И интересно, снесли ли адлеры серебристые. Идемте смотреть. Заходим в этот вольер. Воду надо еще наносить. А воды нужно принести 11 ведер. И сюда, и сюда, и здесь. Но я решила сегодня собрать сначала яйца, а потом заниматься водой. В этом вольере оставляла воду и в помещении, потому что знала, что адлеры будут сидеть здесь. И эта вода именно для них была предназначена. Так, будем смотреть, что у нас в гнездах. А что вы налетели? Неужели яйца ели? Это тест, проверка на поедание яиц. Вроде бы нет. Так, смотрим. Первое гнездо у нас без соломы со скатом яиц в яйцесборник. Второе гнездо, отойди. Смотрите, как красиво сидит курочка. Все яйца подобрала под себя. Пропускаем. Второе гнездо. Смотрите, какая красота. Второе гнездо. Здесь соберем. Адлеров яиц здесь нету. Собираю. Так. Пластиковое яйцо, в принципе, можно и убрать. Видите, как куры его игнорируют. Но я пока убирать не буду. Так. Что ты хочешь? Молодцы эти куры. Несутся всю зиму. Какое-то уже идет бракованное, видите? Уже выносится курочка. Подожди, я еще не собрала яйца. Подожди, подожди. Да, я заберу яйца. Горячее вот. Только-только снесла какая-то. Смотрите, какое красивое. И я бы не сказала, что оно зеленое, оно голубоватое. И еще одно. Все, гнездо чистое, сухое. Значит, яиц здесь никто не кушал. Так. Следующее гнездо. Проходи, проходи, не мешай. Так, а тут тоже курочка сидит. Ну, мне надо яйца забрать. А здесь даже не знаю, кушали они или нет, но яйца грязноватые. Давай я буду забирать. Я тебе оставлю одно.
Мне не жалко. Давай, давай. Так. Грязные, наверное, какое-то раздавили, съели. Так. Ну-ка. Ого. Да, вот в желтке есть. И, кстати, яиц Адлеров я не вижу. Нигде нету. Может, на полу где-то? Но пока что нету. Слушайте, а она не квочка? Что-то она сильно крылья растопырила. Надо ее проверить будет. Зайду попозже, посмотрю. Да, вот яйцо в желтке. Значит, что-то съели. Так, еще одно. Да? Одно. И на всякий случай посмотрим здесь. Нет, здесь ничего не выкатилось. Здесь очень плотно набита солома. Ничего не выкатилось. Смотрите. На. Села тут нестись. Так, все? Все я забрала, кроме пластикового. Да? Ну, я тебе дам сейчас, дам, не плачь. На тебе яйцо. Забирай. Все, забрала. Здесь будет сейчас яйцо. Ну и заберу сейчас яйца вот здесь. Извините, но мне надо забрать яйца. Так, давай здесь. А ну-ка, смотрите. Смотрите, а вот и яйцо Адлера. А нет, это резиновое. Резиновое нету. Видите, ни единого яйца Адлеров нет. Представляете? А я собирала по 6, по 7 яиц от них. Вот такое вам переселение кур. Это то, о чем я всегда говорю, что переселение кур должно быть только при очень-очень большой необходимости. А просто так переселять кур, это вот смотрите, нету, 7 яиц нету. Так, заберем. Тут очень много. Молодцы. Приблизительно так же, как и в прошлый раз. И меня очень часто спрашивают, куда я деваю столько яиц. Скажу вам так. Были бы яйца, а куда деть их, это не проблема. Я яйца раздаю бесплатно. Я очень люблю угощать яйцами. Яйцами угощаю родственников. Очень люблю угощать соседей. Поэтому даже бывает яиц и не хватает. И некоторые мне пишут, ну скажите уже, что вы их продаете. А вы что, считаете, что продавать яйца это плохо? Это неплохо. Но я яйца люблю раздавать. Я люблю угостить родственников, угостить соседей. И ничего в этом плохого я не вижу. Будут у меня яйца, будут и у всех. Кур я держу не для заработка, а для того, чтобы не покупать яйца в магазине. Для того, чтобы кушать полезные домашние яйца. И это я всегда во всех своих видео говорю.
Куры у меня это не бизнес, это не для продажи. И имея вот такое вкусное домашнее яйцо, это уже выгодно. И с самого начала, когда я заводила кур, я заводила их для того, чтобы не покупать яйца в магазине. А иметь свое домашнее, вкусное и полезное яйцо. Ну и куда ты залезла? И так тяжело, еще и с тобой. Слазь. Ни одного вашего яйца я не положила в эту корзину. Привыкайте и неситесь. Пройдет несколько еще дней, они освоятся, и все будет хорошо. Перевернешь корзинку, слазь. Ого. Все, давай, слазь. Слазь, мне нет времени. Мне надо идти собирать яйца в третий вольер. Корзина, по-моему, тяжелее становится с каждым разом, хотя яиц приблизительно плюс-минус одинаково. Это настоящие выкинули из гнезда. Грязные, конечно. Смотрим, индюшиных нет, не вижу. Так, пластиковые. Яйца Ломан Сэнди. Так. Ой, какие ужасно грязные яйца. Все. Все, это гнездо так остается. Смотрите, какие грязные яйца. В открытых гнездах. Вот таких. А в яйцесборнике, конечно, яйца чище. В этом гнезде. Смотрите, и Ломан Сэнди, и Лигорны. Но, конечно, если бы не было дождя сегодня ночью, то яйца были бы чистые. Когда сухой вольер, то яйца тоже чистые. Не помещаются уже яйца у меня в эту корзину. Куры живут у меня на даче. Живут они здесь сами. И я приезжаю собрать яйца, поменять воду, насыпать корм, убрать в вольерах. Здесь, смотрите, я сразу вижу, что дырка не открывалась, значит, яиц в яйцесборнике нет. И здесь очень плотно, хорошо закрыто. Но на всякий случай посмотрим. Пенечки эти я поставила для индюков, чтобы им максимально было место, где ночевать. Чтобы они не спали на улице. Поэтому здесь так тесно. Есть, смотрите. Есть. Еще 4. Ого. Ого. Смотрите, какая корзина полная. Ну, здесь еще проверю. Все. Все. Здесь все.
Пенечек ставлю. И теперь будем пробираться к бройлерам. Ого, очень тяжелая. Не знаю, передает ли камера размер этой корзины, но вот так вот рядом стоит курочка с корзиной. Молодцы куры. Здесь ставила еще гнездо дополнительно. Пусть пока здесь постоит. Ну, показывайте, что у вас тут. Вот, вижу яйцо. Одно есть. Грязное. Так, здесь больше, по-моему, нету. Нету вроде бы больше. Одно яйцо бройлеров. Индюшек яиц я не видела. Где ваши яйца? Когда вы собираетесь нестись? Уже весна. Давайте яйца. Ну и, по-моему, все. Молодцы. Одно яйцо на двоих. Молодцы. А ну тут нету. Здесь нету. Отодвинуть нельзя. Как тумбочка. Смотрите, какая тумбочка. Смотрите. 7 килограмм тумбочка. 7 килограмм. Так. Пока одно яйцо увидела. Больше нету. Поставлю пока сюда. Видела курочка Маран. Вот здесь, в этом месте, любит спать. Поэтому я там поставила ящик. Все. Ну, а теперь это уже все. Еле несу. Полная корзина яиц. Смотрите. Полная, с верхом. Грязная, правда, но это все потому, что был ночью дождь. А так, вообще-то, молодцы куры. Продуктивность кур в этот раз меня тоже порадовала. И переселение кур прошло более или менее удачно. Пока что все нормально. Чистая вода в курятнике. Важнейший элемент содержания кур. Вода – это то яйцо, которое мы будем кушать.
Это курочки Dark Shell, которые несут шоколадного цвета яйца. Внешне они очень похожи на кур Маран, но это доминант. Доминант Dark Shell. А вот это чубатый доминант Чехия, который несет зеленое яйцо. Все-таки я решила забрать это яйцо, именно которое шелковая курочка снесла. Заберу его. А вот это, которое я сама ложила, пусть лежит. Это яйцо еще не успели скушать. А вот они, кстати. Далеко ходить не надо. Вот эти два яйца. И они находятся за пределами вольера. Смотрите, одно маленькое, которое было, и обычное яйцо. Видите? За пределами курятника. Это доказывает то, что это сделала кошка. А вот это яйцо, которое я нашла в вольере, скорее всего, она потеряла. Кто-то спугнул ее. Но я закрою этот вольер сеткой сверху. И здесь яйца будут точно так же, как и во втором и в третьем вольере в целости и сохранности. Это единственный метод уберечь яйца от кошки. Сами себе делают вот такие ямки и купаются. Вот так они борются с паразитами. Сырой красный буряк. Буряк мои курочки очень любят.
даю в сыром виде. Вот так тру. И даже могу тереть не все. Половину натру. Если есть время, все потру. Если нет времени, то половину натру. А все остальное они очень хорошо склюют сами. Скоро уже будет свежая зеленая трава, а у меня еще, смотрите, сколько есть сена. Поэтому сегодня еще дам курочкам сена. Надо его срочно скушать. Уже скоро будет свежая трава. Поэтому оставляю траву, пусть кушают. Всем и индюкам, и курочкам, всем оставлю траву еще. В очередь за травой. Смотрите. Все, сразу все пошли. Трава в рационе питания у кур на первом месте. Принесла сюда траву. Вот как это называется? Как это называется? А это называется потеря яиц. Какая-то курочка снесла прямо сверху гнезда. Чубатый доминант Чехия. Забираю в карман. И сюда траву обязательно. Обязательно сюда тоже траву. Пусть кушают. Вот так. Этого хватит. И что тут у нас, смотрите? Уже 3 яйца здесь есть. А ну-ка, здесь. Сидит до сих пор. И тут сидит. Та же эта курочка или другая. А ну-ка, смотрите. Смотрите, сколько уже яиц. Это сегодня уже столько. Одно резиновое. 4 яйца уже есть. Ну и остаток несу индюшкам. И, наверное, индюшкам еще надо принести. Этого им будет маловато. У индюшек, конечно, стоит целый тюк. Главное, чтобы они не сняли нитку, а постепенно, по чуть-чуть с него доставали. А это сено я оставлю здесь, в вольере. А теперь в обратном порядке закрываю, завязываю всю. Вот так, чтобы кошка здесь не пролезла. Вот так. Лучше я потрачу здесь какие-то 3 минуты, но буду знать, что яйца будут в целости и сохранности от этих курочек. И вот так герметично у меня закрыт 2-й и 3-й вольер. А 1-й вольер так закрыть не получается из-за того, что у меня здесь
растет большая шелковица. А эти красавцы, я так думаю, кушают свои яйца. Потому что быть такого не может. Видите? Яиц нет. То, что они несутся, это 100%. Кушают. А, вон, смотрите. Видите? Видите одно яйцо? Ну, хотя, смотрите, если бы они кушали яйца, они бы это яйцо уже съели. Забираю это яйцо и перестилаю. Подстилка у них уже требует замены. Убираю старую подстилку. Видите? Вот яйцо. Голубое яйцо было. Значит, яиц должно было быть больше. Все остальные съели. Вот такое яйцо. Это амераукана. Вот это ее яйцо было в гнезде, я думаю. Шелковая серая курочка. Все, в курятнике все сделала. Можно ехать домой. В бункерных кормушках у кур есть зерносмесь, есть вода. Куры мои гуляют сами на улице. У них есть в курятник лаз. И они, когда хотят, выходят, когда хотят, заходят в курятник. Я все сделала, что мне нужно было, и еду домой. Закрываю. На ключ я закрываю курятник для того, чтобы моя кошка не открыла кур. Такое было уже однажды. Я приехала, а куры мои гуляют по огороду. Кошка лезет по этому заборчику, становится на ручку лапкой и открывает кур. И куры могут все выйти, поэтому закрываю вольер на ключ. А вот и моя Маруся. Любительница яиц. Она здесь сторож. Она молодец. Она ловит мышей, крыс. А это в курятнике самые плохие, самые злостные враги. Особенно, когда большое количество зерна есть в бункерных кормушках. Мыши и крысы – это самые большие вредители. Поэтому я своей Марусе разрешаю даже скушать пару яиц. Вернее, я не разрешаю, но и сильно не ругаю.